Привет! Если ты думаешь, что скорпионы– это просто страшные существа с клешнями и ядовитым хвостом, то ты сильно удивишься. Эти древние создания, которые пережили динозавров, полны загадок и удивительных фактов. Давай разберемся, кто они такие, как живут и почему их стоит бояться. Скорпионы– это паукообразные, родственники пауков и клещей. Они появились на Земле более 400 миллионов лет назад и с тех пор почти не изменились. Сегодня известно около 2000 видов скорпионов, и они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Они могут сильно различаться по размеру, окраске и даже по поведению. Некоторые из них очень маленькие, едва видны невооруженным глазом, а другие могут достигать нескольких десятков сантиметров в длину. В зависимости от места обитания скорпионы могут иметь разную окраску, от бледно-желтой до темно-коричневой, что помогает им сливаться с окружающей средой. Скорпионы ведут ночной образ жизни. Днем они обычно прячутся в укромных местах, а ночью выходят на охоту. Это помогает им избегать хищников и жары. Их основное питание состоит из насекомых, пауков, а иногда и мелких позвоночных. Чтобы поймать добычу, скорпионы используют свои сильные клешни, а затем вводят яд с помощью хвостовой иглы, чтобы парализовать жертву. Скорпионы– мастера выживания. Они обитают в самых разных условиях. Большинство видов живут в пустыне. Они прячутся под камнями, чтобы избежать дневной жары. Некоторые скорпионы предпочитают влажные тропические леса. В горах даже на высоте 3000 метров можно встретить этих выносливых существ. У большинства скорпионов яд не опасен для человека, но есть виды, например, желтый скорпион, чей укус может быть смертельным. Позже мы предоставим вам информацию касательно самых ядовитых скорпионов. Скорпионы чувствуют вибрации Земли и могут обнаружить добычу на расстоянии до 50 сантиметров. Если посветить на скорпиона ультрафиолетовой лампой, он начнет светиться. Это связано с особыми веществами в их панцире. Скорпионы могут обходиться без еды до 1 года, а еще они способны замедлять свой метаболизм, чтобы выжить в экстремальных условиях. Скорпионы – это животные, воспроизводящие живое потомство, то есть живородящие. Продолжительность беременности у скорпионов от 10 месяцев до 1 года, а количество потомства варьируется в зависимости от их вида. Обычно у самки бывает от 20 до 60 малышей. Самки скорпионов – заботливые мамы. Они носят своих детенышей на спине, пока те не окрепнут. Скорпионы живут от 2 до 10 лет, а некоторые виды аж до 25 лет. В древности скорпионы считались символом смерти и возрождения. Например, в мифологии Древнего Египта богиня Селкет изображалась со скорпионом на голове. Скорпионы часто становятся героями фильмов и книг, но их образы не всегда соответствуют реальности. Скорпионы играют важную роль в экосистеме. Они контролируют численность насекомых и сами служат пищей для птиц, змей и других хищников. Кроме того, их яд изучают ученые, чтобы создать новые лекарства. Большинство скорпионов не опасны для человека. Даже если скорпион выглядит маленьким и безобидным, лучше держаться от него подальше. Если скорпион оказался в доме, попроси взрослых аккуратно вынести его на улицу. Вот список самых ядовитых скорпионов в мире. Эти существа не только впечатляют своей внешностью, но и обладают крайне опасным ядом, который может быть смертельным для человека. Держись подальше от них, если встретишь. Желтый скорпион. Место обитания – Северная Африка и Ближний Восток. Его яд содержит мощные нейротоксины, которые могут вызвать паралич, остановку дыхания и даже смерть. Особенно опасен для детей и пожилых людей. Этот скорпион также известен как смертельный охотник. Андрактонус толстохвостый. Место обитания – Северная Африка и Южная Азия. Один из самых ядовитых скорпионов в мире. Его яд может убить человека за несколько часов, если не ввести противоядие. Название переводится как «убийца людей». Аризонский древесный скорпион – место обитания юго-запад США и Мексика. Самый ядовитый скорпион Северной Америки. Его укус вызывает сильную боль, судороги и затруднение дыхания. Этот скорпион часто заползает в дома, особенно в жаркое время года. Бразильский желтый скорпион.
Место обитания Бразилия и другие страны Южной Америки. Его яд крайне токсичен и может вызвать сердечную недостаточность, особенно у детей. Этот вид известен своей способностью к партеногенезу. Самки могут размножаться без участия самцов. Красный индийский скорпион. Место обитания Индия, Непал, Пакистан. Один из самых опасных скорпионов в мире. Его укус может вызвать отек легких, сердечную недостаточность и смерть. Этот скорпион часто встречается вблизи человеческого жилья, что увеличивает риск укусов. В России скорпионы встречаются, но они не так опасны, как их сородичи из жарких стран. На территории России обитает всего один вид скорпионов, который может представлять некоторую угрозу для человека. Давай разберемся, где они живут и насколько они опасны. Пестрый скорпион. Место обитания – южные регионы России. Дагестан, Калмыкия. Этот скорпион обладает ядом, но его укус не смертелен для здорового взрослого человека. Однако он может вызвать сильную боль, отек, покраснение и аллергическую реакцию. Для детей, пожилых людей или тех, у кого есть проблемы со здоровьем, укус может быть более опасным. Пестрый скорпион предпочитает сухие и теплые места, такие как степи и каменистые склоны. Климат России не подходит для обитания ядовитых видов скорпионов, таких как желтый скорпион или андрактонус. Наши скорпионы приспособлены к более умеренным условиям, и их яд слабее, чем у тропических собратьев. Так что если ты живешь или путешествуешь в южных регионах России, будь внимателен, но не переживай слишком сильно. Скорпионы здесь скорее редкая диковинка, чем реальная угроза. Что делать, если укусил скорпион? Не паникуй. Постарайся запомнить, как выглядел скорпион. Это поможет врачам определить вид. Промой рану, используй воду с мылом. Приложи лед. Это замедлит распространение яда. Обратись к врачу, особенно если скорпион выглядел крупным или ярким. Скорпионы – это не просто страшные существа, а удивительные создания, которые заслуживают уважения. Они пережили миллионы лет эволюции и продолжают удивлять нас своими способностями. Так что в следующий раз, когда увидишь скорпиона, вспомни, что перед тобой настоящий древний воин. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, я буду вам признателен за лайк, комментарий и подписку на канал.